Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу показать вам, как выполнить вот такое милое сердечко в технике фриволите иглой. Использовать это сердечко можно в качестве декора ко Дню Святого Валентина. Например, им можно украсить открытку, которую можно сделать собственными руками для своего любимого человека. Все необходимые для работы материалы, как обычно, указаны в описании под видео. Также под видео есть ссылка на мой плейлист по основам фриволите иглой, если вы только начинаете работать в этой технике. А также там есть ссылка на мой магазин на Etsy, где вы можете приобрести схему к этому и другим моим мастер-классам, а также мои готовые работы. Оставляем хвостик примерно 50 см и выполняем первое кольцо. Пико делаем небольшое, буквально 2-3 мм. Закрываем кольцо, не переворачивая работу. Теперь выполняем дугу. Закрываем дугу, в этот раз работу переворачиваем. Теперь выполним кольцо и соединим его вот с этим пико, которое мы делали в самом начале. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Выполняем дугу. Закрываем дугу, переворачивая работу. Следующее кольцо соединяем с предыдущим кольцом.
Набираем оставшиеся узелки. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Выполняем дугу. Закрываем дугу, переворачивая работу. Следующее кольцо соединяем с предыдущим кольцом. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Выполняем дугу из 10 узелков. Закрываем дугу, переворачивая работу. Теперь повторим точно такое же кольцо и еще одну такую же дугу. Я повторила кольцо и дугу. Сейчас выполняем еще одно такое же кольцо, но добавим в нем вот здесь посередине еще одно пико. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Выполняем дугу и присоединяем ее вот к этому пико. Проходим иглой через узелки. Теперь проходим через пико. Я прохожу снизу вверх. Закрываем дугу, не переворачивая работу. Сейчас мы снова делаем дугу. Она будет симметрична вот этой. Закрываем дугу, переворачивая работу.
Сейчас мы будем выполнять симметричные элементы. Выполним вот это кольцо, соединив его с этим пико. Далее выполняем еще одну дугу из 10 узелков и еще одно кольцо, симметричное вот этому. В принципе, вы уже можете догадаться, что мы пойдем вот таким образом, выполняя симметричные элементы. Повторяем дугу и еще одно кольцо. Теперь выполняем дугу из 12 узелков. Теперь вот это колечко. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Теперь выполняем вот эту дугу из 14 узелков. Закрываем дугу, переворачивая работу. Далее выполняем вот это кольцо. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Теперь выполняем вот эту дугу и соединяем ее вот с этим пико. Проходим иглой через узелки. Теперь проходим через пико. Затягиваем дугу. Выполняем узелок, не переворачивая работу. Теперь выполняем вот такое же кольцо и соединяемся вот с этим пико. Закрываем кольцо.
Сейчас нам уже не важно, будем мы переворачивать работу или нет, так как это последнее кольцо. Рабочую нить можно отрезать. Сейчас как вам удобнее. Либо вы можете прятать эти ниточки в рядом расположенные узелки, либо если вы используете нить из полиэстера, как у меня, то ее можно аккуратно опалить. И я именно так и поступлю. Вот эта сторона у меня будет лицевая. А с этой стороны я аккуратно опалю кончики. Вот такие сердечки у меня получились. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Если да, буду рада видеть ваши лайки и комментарии под видео. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!